В ходе геологической истории Земли на территории, занимаемой Россией, сформировалось 13 непохожих друг на друга регионов, которые ученые называют физико-географическими странами. Существование таких стран измеряется миллионами лет. У каждой свое происхождение, своя геологическая структура, особенности рельефа, а значит и особые природные условия, которые определяют ее своеобразие. Средняя Сибирь находится между долинами рек Енисей и Лена. Максимальная протяженность с севера на юг 2800 километров, с запада на восток 2500 километров. Площадь около 4 миллионов квадратных километров. Лежит на сибирской платформе возрастом более 2,5 миллиардов лет. На юго-востоке сибирской платформы находится Приленское плато. Здесь древние кимбрийские известняки, возраст которых 540 миллионов лет, составляют величественные постройки. Это Ленские столбы. Сами они образовались недавно по геологическим меркам. 400 тысяч лет назад плато под воздействием тектонических сил начало подниматься. Появились разломы, углубились речные долины. Высота столбов доходит до 220 метров. Эти гигантские, вырезанные водой, ветром и временем сооружения протянулись на многие километры вдоль Лены. Недалеко от Лены, на берегах ее притока, реки Синей, есть не менее впечатляющие Синские столбы. Они похожи на готические башни, только созданы они дикой природой. Недалеко от скал находится еще одно чудо северной природы. Древние пески, тукуланы, результат деятельности морей, озер, рек, существовавших в разные времена в этой части Средней Сибири. С тех пор, как климат стал суше, пески под воздействием ветров перемещаются между долинами Вилюя и Лены, образуя среди тайги пустынные ландшафты. На территории этих трех природных памятников создан национальный парк Ленские столбы. Летом сюда приезжает немало туристов. Впрочем, большую часть года река непригодна для теплоходных прогулок. У Лены своеобразный ледовый режим. Она самая крупная река, которая на всем своем протяжении течет в условиях вечной мерзлоты. Весной часть подземных льдов оттаивает, пополняя реку вместе с поверхностными талыми водами. Эти массы воды при движении на север упираются в еще не успевшие растаять толщи льда и разливаются на огромные территории. В это время службы спасения несут неустанную вахту по эвакуации населения из затопленных поселков. Это среднее течение, район Якутска. В низовье реки вода придет еще только через 2 недели. По календарю уже начало июня, а снег по берегам сошел недавно. Здесь ранняя весна. Деревьев мало, мы в лесотундре. Даже первоцветы здесь какие-то другие, чем возле Байкала. Опушенные, нахохлившиеся. Они словно не до конца верят, что началась весна. Неудивительно,
ведь ночью бывают сильные заморозки. А заяц уже поменял белую шерсть на серую, летнюю. На пригреве возле своих нор расположились сурки черношапочные, названные так по черному окрасу верхней части головы. Возле воды промышляет лемминг, мелкий грызун, являющийся объектом охоты всех хищников тундры. У одного из них, земняка или махноногого конюка, который раньше других птиц начинает заботу о потомстве, в гнезде уже кладка яиц. Гнездо пары конюков находится на скалах над рекой. Они раньше всех видят, когда приходит большая вода. Под ее напором лед трескается, и начинается ледоход. Словно работает перемалывающая машина. На речных поворотах конвейер дает сбой, и за считанные минуты вырастают горы колотого льда. Через несколько дней только они будут напоминать о прошедшем ледоходе. Это последнее место, где Лена течет единым руслом. Ниже она разбивается на протоки и образует вторую по величине после Миссисипи дельту в мире. Берега дельты сложены из песчаных наносов и многометровой толщи промерзшего торфа. Летом верхняя часть мерзлоты оттаивает, берега обваливаются, и каждый год протоки и острова меняют свои очертания. Вся дельта находится за полярным кругом, в зоне тундры. Безморозный период длится всего 40-50 дней в году. Тем не менее, множество видов стремится сюда, чтобы произвести и вырастить потомство. Песцы или полярные лисы – постоянные обитатели дельты. Большую часть года они кочуют по тундре в поисках корма, а весной возвращаются к своим норам, выкопанным еще их далекими предками. Песцы – самые плодовитые из семейства псовых. В помете может быть больше 20 щенков, но и выжить всем в условиях Крайнего Севера сложно. В то время как подрастающие песцы проводят большую часть времени возле норы за детскими забавами, их родители добывают пищу. Северный олень. Без этого животного невозможно представить дельту. Зиму олени проводят в лесу, а летом приходят в тундру. Здесь самки отеляются. Впрочем, некоторые олени и зиму проводят в дельте, особенно сейчас, в связи с потеплением климата. Белая сова – неперелетный вид. В холодное время совы лишь откочевывают чуть южней, в лесотундру. В дельте почти нет деревьев, и свои гнезда совы устраивают прямо на земле, на торфяных обрывах. По соседству расположились другие хищные птицы. Уже знакомый нам земняк. За отсутствием скал они тоже поселились на обрыве. Так как они откладывают яйца раньше других птиц, птенцы у них уже взрослые. Земняк – перелетная птица.
Зимует он в степях и лесостепях, поэтому его птенцы уже начинают летать. Ну и, конечно, этот край населяют водоплавающие птицы. Разные виды чаек, лебеди, утки и множество других видов. Можно встретить здесь и чернозобую гагару, которая издает необычные звуки, похожие на плач или стоны. Ученые полагают, что гагары – один из самых древних видов птиц, которому уже более 20 миллионов лет. Особое чувство возникает здесь, на севере. Понимаешь уязвимость и беззащитность местных видов перед человеком. Спрятаться им тут некуда. К гнездам и норам легко можно подойти. В дельте уже более 30 лет существует Усть-Ленский заповедник. Но охранять такие большие территории сложно. Поэтому нам всем необходимо осознать эту хрупкость севера. Ему нечего противопоставить злой воле и потребительскому отношению. А восстанавливается северная природа очень медленно. На северо-западе Среднесибирского плоскогорья находится самая высокая его часть. Это плато Путарана. Пожалуй, нет в России земли более удивительной, чем это. Дикая и неприступная, даже в сравнении с другими отдаленными уголками Сибири. Изрезанные каньонами горы берегут покой местной природы. Это край многочисленных рек, озер, водопадов. По количеству водопадов на единицу площади плато занимает первое место в России. А если сложить запасы воды всех озер, они уступят только Байкалу. Плато расположено северней полярного круга, поэтому большую часть года вода находится в твердом состоянии. Холодом остановлены тонны воды. Арктическое царство. Люди в Путаранах постоянно не живут. Это край диких зверей. Можно оставить камеру рядом с приманкой и увидеть редкие виды. Например, белохвостого орлана. Волк хоть и не редкий, но очень скрытный зверь. В нем борются чувство голода и осторожность. Запах мяса влечет, но камера – незнакомый объект. Нет, инстинкт самосохранения взял верх. А вот росомаху не терзали сомнения. Весна на Путарана начинается с приходом этих животных. Дикие северные олени. Как и перелетные птицы, они тоже вестники весны. Олени зимуют южней плато, в Эвенкийской тайге, а на лето переходят на север, в тундру. Их многочисленные стада 2 раза в год пересекают Путарана. Самки дают приплод в тундре. Сейчас некоторые из них беременные. Это можно определить не только по брюху. Они не скинули рога. За стадами по пятам следуют волки. С появлением оленей природа начинает оживать. Вышел из берлоги медведь.
запели птицы. Ожили бесчисленные водопады. Словно по мановению палочки дирижера, все обрушилось, потекло, зашумело. Плато Путарана – траповые горы. Они состоят из магмы. Через расщелины в земной коре огромное ее количество вытекало и растекалось по поверхности. Одни слои остывали, на них натекали другие, поэтому эти плоские вершины и напоминают слоеный пирог, разрезанный на куски водными потоками. Траповая активность сопровождалась колоссальным выбросом ядовитых газов. Ученые полагают, что именно Путарана было центром того извержения, по вине которого произошла самая большая катастрофа в истории жизни на Земле – Великое вымирание в Пермском периоде 250 миллионов лет назад. Тогда исчезло 96% морских и 70% наземных видов. Сейчас на месте вулкана-убийцы существует этот нетронутый мир, взятый под охрану Путаранским заповедником. В Средней Сибири сразу два объекта находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО – плато Путарана и Ленские столбы, что само по себе говорит об уникальности этой физико-географической страны.